Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала воротник крючком. Вязала крючком 1,5 миллиметра. Вязала из пряжи Alize Forever. Состав 96% микрофибра акрил и 4% металлик, то есть люрекс. Так, кому нужно, цвет 376. В 50 граммах 280 метров. Рекомендованные спицы от 2 до 3,5, а крючок от 0,75 до 1,5. На этот воротник у меня ушло 35 грамм. Значит, я оставила вот для того, чтобы завязывать узел. И бантик получится грубоватый, потому что все-таки это шнур, гусеничка. Ну, можно узел завязать. Так, сейчас покажу. Тут главное расправлять. Можно украсить, вот здесь соединить, вот такой, ну, типа брошки, камея. Значит, по поводу камеи. Я видела на Алиэкспрессе и на сайте Озон, что они есть в продаже. Значит, я видела отдельно камея и отдельно вот это обрамление. Надо размер совместить. И отдельно покупать застежку, булавку. Либо такую, бывают еще круглые. И вот я покупала булавки 5 штук, производства Япония, размер 15 миллиметров. Вот у меня здесь 5 штук было. Вот я сюда на клей приклеила. И вот эту камею тоже приклеила к этому обрамлению. Ну и бусину сюда. Бусину можно подобрать, конечно, под цвет. И приколоть. Вот так. Еще можно что сделать. И вот такие камни продают, украшения. Они бывают разного цвета. Вот у меня есть синий, сиреневый, зеленый цвет, красный, желтоватый и белый. Вот, можно любой подобрать и тоже булавку сюда приклеить. И расположить, как вам удобно. Либо так, либо вот так. Приколоть. Значит, по поводу камеи я под видео оставлю ссылки, где я их видела. И можно заказать. Прежде чем приступить к вязанию, что бы я хотела еще сказать.
Я вязала шнурок гусеничком. Вот он, чтобы воротник аккуратно лежал на шее. И вот здесь я пропускала по одной петле. Вы попробуйте не пропускать по одной петле, а столбик с накидом сразу вязать в каждую петлю. Проверьте, может быть, будет так лучше. Так, показывать буду на более толстых нитках. Значит, делаем первую петлю. Петлю сильно не затягивайте. И провязываем еще 1, 2, 3. Одну петлю пропускаем. Заходим в следующую. И в самую крайнюю. Теперь все 3 петли провязываем. Петлю не затягивайте. Поворачиваем по часовой стрелке. Теперь заходим вот под эту всю петлю. И вот под эту поперечную. И все 3 провязываем. Поворачиваем по часовой стрелке. Теперь заходим опять под всю петлю. Вот поперечная. Под нее будем заходить. И вот здесь 2 петли. Сюда заходим. И вот они 2. И вот через эти 3 протягиваем одну петлю. И все 3 провязываем. Давайте еще. Поворачиваем по часовой стрелке. Заходим под всю петлю. Вытянули. Теперь под эту. И вот они 2 петли. Так. Сюда. И вот под эти 2. Вот они. 3. Вот эти 3 сразу провязываем. И теперь которые 3 петли тоже провязываем. Поворачиваем по часовой стрелке. Под всю петлю. Вот, видите, как я вытягиваю? Вот 1 и вот здесь 2. Так, сюда. И вот здесь 2. Вот. Вот так. Так, давайте под всю петлю, под поперечную и вот 2. Повернули по часовой. Под петлю, под 1. Вот 1. И здесь 2.
И так крутим по часовой стрелке. И у нас получаются вот такие бугорки. И вот за них мы будем прикрепляться. Вот. Если кому-то непонятно, как я показываю шнур-гусеничка, вы можете в YouTube набрать следующие слова в поисковике. Широкий шнур, гусеничка крючком. И посмотрите, может быть, кто-то лучше показывает, нежели я. Вот. И затем первоначальную петлю затянуть. И вот так ровный край у вас получится. Так, длина шнурка у меня таким образом. Значит, это окружность. Ну, кто на что будет вязать. Если на какое-то определенное платье, то замерите вырез платья. Вот. Или там кофточки, я не знаю, кто на что будет вязать. И оставила еще, чтобы можно было завязать вот здесь скользящий узел. Раппорт узора составляет 8 петель плюс 3. Так, после того, как я сделала расчеты по поводу длины шнурка, нитку отрезала. Вот здесь у меня стоял маркер, я его уже убрала. Значит, прикрепляться будем вот за эти бугорки. Вот здесь в первом я соединила, а в следующий столбик с одним накидом. Связали первый столбик. Далее в следующую петлю вяжем второй столбик с накидом. И теперь начинается раппорт. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем, заходить будем в следующую. Столбик с накидом. Опять 2 воздушные петли. Петлю пропускаем, столбик с накидом. Еще раз 2 воздушные петли. Петлю пропускаем, столбик с накидом. И еще 2 воздушные петли, столбик с накидом. Вот, когда провязали 4 арки, начинаем с воздушных петель. И далее это один раппорт. Вот он. 4 арки. 1, 2, 3, 4. И опять 2 воздушные петли, столбик с накидом. И так вяжем до маркера. Ну, смотрите, чтобы у вас количество арок 1, 2, 3, 4 делилось на 4. И в конце провяжем 2 столбика с одним накидом. Ну, я вам покажу. Сейчас довяжу до конца.
то есть до маркера, и покажу вам. Заканчиваю первый ряд. Провязываю последнюю, 4-ю арку. Вот у меня раппорт. 1, 2, 3. 3 арки. Сейчас 4-я будет. Петлю пропускаю. Столбик с накидом. И в конце ряда, рядом же, следующую петлю, еще один столбик с накидом. То есть в конце ряда 2 столбика и в начале ряда тоже 2 столбика. Если у вас не получается дойти до маркера, чтобы влез весь раппорт, ничего страшного. Главное, чтобы вы в пределах разумного вышли на ту окружность, которую вы высчитали. Второй ряд. Поворачиваемся. Вытягиваем петлю. Нужно, по идее, нам провязать 3 воздушные петли подъема. Но я их буду заменять на столбик с накидом. Значит, делаю накид и захожу под всю вот эту первую петлю. И провязываем. Дальше. Опять столбик с накидом. Но теперь я вяжу не под петлю, иначе будет сдвиг. А вот, значит, вот петля. А вот тут еще ниточка есть. Вот под нее. То есть прям в столбик с накидом ввожу крючок. Вот. И он будет четко столбик над столбиком. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь над столбиком вяжем пико. Значит, вот еще раз показываю, сейчас я увеличу. Так. Вот петля. Вот под нее надо заходить. Не сюда. Сюда не надо. А вот под эту петлю. Вот сюда. Столбик без накида. Далее пико. 3 воздушные петли. И вот за эти 2 петли я соединяю. Соединительной петлей. 3 воздушные. Сюда вяжем столбик с накидом. Опять захожу вот под эту петлю. Далее 3 воздушные. Сюда провязываем столбик без накида. Провязали. И вяжем пико. 3 воздушные петли. И соединяем. И опять 3 воздушные. А над этим столбиком вяжем столбик с накидом. И вот у нас в работе 4 арки. 1, 2, 3, 4. А здесь 2 столбика с одним накидом. Все, и так вяжем до конца ряда.
Заканчиваю второй ряд. Так, столбик без накида. 3 воздушные. Пико. Три воздушные. И 2 столбика с накидом. Третий ряд. Так, опять я захожу за всю петлю. Столбик с накидом. 1. И второй. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот над столбиком вяжем столбик с одним накидом. Опять 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Пико пропускаем. А вот сюда уже вяжем 2 столбика с одним накидом. 1. И сюда же второй. Давайте еще раз. Этот же раппорт. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пико пропускаем. Столбик с накидом. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пико пропускаем. Сюда 2 столбика с одним накидом. Вот и так дальше вяжем. Итак, вяжем третий ряд до конца. Заканчиваю третий ряд. Провязала 5 воздушных петель. Вот здесь у меня 2 столбика, 1 столбик. И в конце ряда вот они 2 столбика. Четвертый ряд. Опять захожу за полную петлю. Один. А вот в этот столбик надо провязать 2 столбика с накидом. Так, 1. И сюда же еще 1. Далее 3 воздушные петли.
Дальше. У нас здесь 5 воздушных петель. Мы должны зайти в третью. 1, 2, вот третья петля. Столбик без накида. И вяжем пико сюда. 1, 2, 3. Так, соединяем. Опять 3 воздушные петли. И над столбиком столбик с накидом. Над пико вяжем пико. Значит, 3 воздушные. Заходим в третью петлю. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Пико. Три воздушные. А вот где 2 столбика, здесь надо провязать 3 столбика. 1 столбик вяжем над столбиком. Второй столбик вяжем между ними. И третий столбик вяжем над столбиком. Вот, раппорт закончен. Давайте еще один свяжем. 3 воздушные петли. Где пико, вяжем пико. 1, 2, 3. Столбик без накида. Сюда пико. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные. Над одним столбиком вяжем 1. Три воздушные. Пико. Столбик без накида. Пико. Еще 3 воздушные. А вот сюда 3 столбика с накидом. Один четко в столбик. Второй между ними. И третий столбик в столбик. Три воздушные. Все, и так вяжем до конца ряда.
Довязываете до конца. Так, заканчиваю 4-й ряд, провязала пико 3 воздушные. Сюда столбик с одним накидом. Между столбиками столбик с накидом. И в последний столбик еще один столбик с накидом. Так, 5-й ряд. Поворачиваемся. Под первую петлю столбик с накидом. Над следующим столбиком еще один столбик с накидом. Это уже 2. И сюда 3. Вот видите, под какую петлю я захожу. Три. То есть в предыдущем ряду 3 было, и сейчас тоже 3. Далее на пико 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Над столбиком вяжем столбик с одним накидом. И опять 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот где 3 столбика, над ними вяжем 3 столбика с одним накидом. Вот так и вяжем до конца ряда. Заканчиваем 5-й ряд. Вот 7 воздушных провязала. 3 столбика с одним накидом. Шестой ряд. 4 столбика с накидом. Так, 1. Во второй столбик вяжем 2 столбика с накидом. Вот, как я вам говорила, под эту петлю. Так, 1. И сюда же второй. Это уже 3. И вот сюда последний 4-й столбик. 4. Так, дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот здесь у нас 7 воздушных петель. Значит, мы 3 пропускаем. 1, 2, 3. Заходим в 4-ю. Столбик без накида. Далее 3 воздушные. Пико
Так, это пико из 3 воздушных. Опять набираем 1, 2, 3, 4, 5. Опять вот за эти 2 петли соединяем. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же соединяем. Три воздушные. И вот где столбик, над ним вяжем столбик с накидом. Вот такое пико получается. Опять 3 воздушные. Где пико, вяжем пико. Вот в 4-ю петлю заходим. Столбик без накида. Первый лепесток пико. 3 воздушные. 2, 3. Пять воздушных. 2, 3, 4, 5. Соединяем. 3 воздушные. Третий лепесток. Три воздушные. И вот где 3 столбика, здесь должны связать 4. Так, сюда 1 столбик. Сюда 2 столбика. И еще 1. Так, 3 столбика. И в последний. Опять 1, 2, 3. Вот, я вам показала раппорт. Вот он. И так вяжем дальше. Закончила я ряд. 4 столбика с одним накидом. Следующий ряд. Заходим под петлю. Один. Теперь вот под эту петлю, которую я вам показывала. 2. 1 воздушная. И еще 2 столбика с одним накидом. То есть у нас так и осталось 4 столбика, но теперь уже между ними 1 воздушная петля. Далее 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот где столбик, вяжем 1 столбик с накидом.
Опять 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А вот здесь вяжем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Вот такой раппорт. И опять 7 воздушных петель. Над столбиком вяжем столбик. Опять 7 воздушных. Семь. Два столбика с одним накидом. Одна воздушная. И еще 2 столбика с одним накидом. Вот, и так вяжем до конца ряда. 8-й ряд. Поворачиваемся. Столбик с накидом под петлю. Следующий столбик тоже столбик с накидом. 2 воздушные. И 2 столбика над столбиками. Три воздушные петли. Так, вот здесь у нас 7 воздушных петель. В центральную столбик без накида. 3 воздушные, пико. Пять воздушных. Пико. Три воздушных. Пико. Три воздушные. И теперь над столбиком вяжем столбик с одним накидом. Три воздушные. Вяжем точно такое же пико. Столбик без накида. 3 воздушные. Так, пико. 5 воздушных.
пико, 3 воздушных, пико, 3 воздушных, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Итак, вяжем 8 ряд до конца. Здесь 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. 9 ряд. Столбик с одним накидом. Один. Столбик с накидом 2. 2 воздушные. И вот сюда в арку столбик с одним накидом. 2 воздушные. 2 столбика. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И над столбиком вяжем столбик с накидом. Опять 5 воздушных петель. Вот у нас 4 столбика. Вяжем 2 столбика. Две воздушные. В арку вяжем столбик с накидом. Опять 2 воздушные. И 2 столбика с одним накидом. И так продолжаем. Вяжем до конца ряда. В конце ряда вяжем точно так же, как вязали в начале ряда. 10 ряд. Так, под петлю столбик с накидом. 1. Над следующим столбиком столбик с накидом. Так, далее 3 воздушные петли. 3. Над столбиком вяжем столбик. Опять 3 воздушные.
2 столбика с накидом. Далее 5 воздушных петель. Пять. И вот здесь над столбиком вяжем вот такое пико. Так, сначала столбик без накида. Далее 3 воздушные. Пико. 5 воздушных. 5. Пико. 3 воздушные. 3. Пико. Так, далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Над этими 2 столбиками вяжем 2 столбика с накидом. Три воздушные. Над столбиком вяжем столбик. Три воздушные. И 2 столбика с одним накидом. 1. 2. Так, вот у нас раппорт. И далее опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот над этим столбиком вяжем вот такое пико из 3 листиков. Так, в конце ряда вяжите точно так же, как вязали в начале ряда.